Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен продукции Gaakin, которая довольно широко представлена у нас. Мало кто знает, но основной продукцией предприятия являются двигатели для известных мировых компаний, в числе которых Volkswagen, General Motors, Caterpillar и Cummins. Мотоциклы же появились позже, благодаря заказу на разработку двигателя от австрийской компании KSR, которая занималась разработкой дизайна мотоциклов под брендом Brixton. В 2023 году представители компаний Gaakin Китай, KSR Австрия и ПАК Россия приняли решение о запуске собственной линейки мотоциклов под брендом Gaakin. И первой страной-представителем бренда Gaakin Moto стала Россия. Однако на ней Альянс, естественно, не остановится и будет открывать свои представительства по всему миру. Сегодня на рынке мотоциклов Gaakin представлена линейка из 9 моделей, ссылки на которые будут в описании. Но начать я хочу с очень интересной новинки, которая к нам приедет только в 2025 году. Это модель GK650 Bobber или Gaakin Tor GK650 с V-образной двойкой. Модель находится на стадии тестирования и испытаний. Финальные характеристики на сайте производителя не указаны, так же как и неизвестна цена. Однако взглянуть на этого красавца можно уже сейчас. Флагманским круизером компании является, конечно же, Gaakin GK1000 Tor. Это стильный спортивный круизер с особым и, что примечательно, непредвзятым дизайном. Визуально Tor, как и подобает настоящему круизеру, довольно внушительных размеров. Его длина составляет 2380 мм, а колесная база 1665 мм. Но сиденье при этом имеет доступную для любого райдера высоту в 680 мм. Несмотря на размеры и огромный 22-литровый бак, в снаряженном состоянии GK1000 Tor весит всего 269 кг, что по меркам класса очень достойный результат. Это стало возможным благодаря раме и маятнику заднего колеса, которые изготовлены не из стали, а из алюминия, что вкупе с довольно низким центром тяжести обеспечивает невероятно легкое управление, так что Тора может оседлать даже новичок. Tor GK1000 оснащается 997-кубовым V-твином с жидкостным охлаждением, развал цилиндров необычные 80 градусов. Максимальная мощность составляет 88 лошадиных сил и 89 ньютон-метров крутящего момента. Производитель заявляет, что Tor способен разогнаться до 200 км в час, а средний его аппетит составляет 5,2 литра на 100 км. Сейчас за круизер просят 1 миллион 100 тысяч рублей. Самый большой мотоцикл компании на сегодня GK1200. Интересный ретро-классик является точной копией Триумфа Bonneville T120. Мотоцикл оснащается рядной двойкой жидкостного охлаждения объемом 1222 кубических сантиметра, которая по архитектуре очень близка к двигателю Boni объемом 1198 кубиков. Заявленные показатели производительности двигателя GK1200 очень схожи с настоящим британцем. T120 выдает 80 лошадиных сил, в то время как пиковая мощность GK1200 немного выше и составляет 83 лошадиные силы. Крутящий момент также на китайце выше, 108 ньютон-метров против 105 ньютон-метров у Triumph. Даже степень сжатия у них одинаковая 10:1. Разгон до 100 Gaakin не указал, однако все остальное почти под копирку, как у T120, который, кстати, до 100 разгоняется за 3,8 секунды. В снаряженном состоянии GK1200 получился на 1 кг легче британца и весит 235 кг. Заявленная максимальная скорость чуть меньше 198 км в час против 210 у T120. Средний расход топлива такой же 4,6 литра на 100 км. Однако бак GK1200 больше и вмещает 16 литров топлива против 14,5 у британца. За этот мотоцикл сейчас просят 1 миллион рублей, а за версию, оформленную в стиле Scrambler GK1200X, просят уже 1 миллион 90 тысяч рублей.
Теперь переходим и к среднекубатурным мотоциклам GK500, который имеет аж 4 версии: Naked M11, Neo Classic M11D, Cafe Racer M11M и Scrambler M11J, которые имеют увеличенные хода подвески и клиренс, вседорожную резину и защиту картера. Все они оснащаются рядной двойкой объемом 486 кубических сантиметров, которая выдает 48 лошадиных сил и 43 ньютон-метра крутящего момента. Коробка передач шестиступенчатая плюс проскальзывающее сцепление. Средний заявленный расход топлива 4,3 литра на 100 км. Максимальная скорость этой серии 160 км в час. Сниженная масса у всех моделей, кроме Cafe Racer, 182 кг, и бак вмещает 13,5 литров топлива. А вот кафешник M11M оказался легче всех — 180 кг, плюс бак у него вмещает 14 литров. Теперь по ценам. Naked M11 стоит 635 тысяч рублей, Neo Classic M11D 645 тысяч, Cafe Racer M11M 655 тысяч рублей и Scrambler M11J 690 тысяч рублей. Ну и заканчивает выпуск еще одна интересная модель, которая, как и Бобер, ожидается в 2025 году. Это Tour Enduro GK500 Adventure, он же Store 500. Поэтому заявленные характеристики на сайте могут отличаться от тех, что будут у нас. Мотоцикл оснащается той же 486-кубовой двойкой, которая здесь выдает 50 лошадиных сил и 46 ньютон-метров крутящего момента. Сниженная масса 185 кг, бак вмещает 16 литров. При этом средний заявленный расход топлива те же 4,3 литра на 100 км. Максимальная скорость 160 км в час. Высота по седлу 830 мм. Дорожный просвет 200 мм. Ждем новинку в следующем году.